Ребята, всем будильник раздали? Да. Умеете пользоваться? Нет. Точно умеете? Пальцы берегите. Так, идем все вместе вот так. Да. Поплотнее встаньте. Так, ребят, давайте поможете. Вокруг встаньте, чтобы ветра не было. Давайте поплотнее. Давайте поплотнее. Атлет, иди сюда, Атлет. Сюда, поближе. Атлет, давай. Торт не спалит. Валик, не надо с пальцами сжечь. Атлетик, ну что, с днем рождения тебя. От нас всех, от нашей большой семьи. Ну, вот, и мы будем всегда рядом. Вот твоя теперь новая большая семья. Так что мы поздравляем тебя с днем рождения. Давай, Атлет, разреши поздравить тебя от лица тренерского штаба. Пожелать тебе самое главное здоровья, тебе, твоим родным, чтобы всегда с тобой находились близкие, чтобы с тобой рядом всегда находились верные друзья. Благодаря этому проекту ты приобрел новых друзей. Вот, и ты по жизни победитель. Сегодня вот такой день, сегодня твой день рождения, и поэтому все слова, все теплые слова, это для тебя. Это также поздравляем твоих родителей. Да? Да, это... Споем, мама, может, да? Давай, давай. 3, 4. Десятый номер хотел. Давай. Теперь он твой. Біздің қатысушылар бірнеше күн бойы базада кәсіпқой команда режимінде тұрып жатыр. Жігіттер әзірше енді үйренісіп, бір-бірімен танысуда. Есесіне шоудың шарттары бойынша ойыншылар ұялы телефондарын жоба біткенше дейін ала алмайтын болғасын, танысу оңай өтуде. Футбол за последние 100 лет, он только прогрессирует. Но, скажем так, ментальность, она меняется с появлением гаджетов и всего остального. Поэтому мы стараемся немножко их сконцентрировать. А сейчас они на футбол смотрят вот так. То есть они не понимают, что в нем происходит. Поэтому мы сейчас их объединяем и направляем, чтобы они концентрировались только на футболе и на спорте. Мінекей біздің жаңа ойыншыларымыз. Қосалқы құрамынан бізге бірден 3 жаңа ойыншы қосылды. Иван Радионов, Қасиет Оңғарбек және Назар Дүйсенбектің үшеуі де Шымкент қаласынан. Және де осы себеп бойынша базаға бір уақытта келді.
Ну, поначалу я вообще не ожидал, когда мы отправились уже в резерв домой назад. Не ожидал то, что вызовут. И когда позвонили, конечно же, обрадовался. И подумал, то, что футболом не все закончено. Қуандым. Айғайлап жүрдім қуаныштан үйде отырып. Күтпеген жерден болды. Өте күшті болды әсер. Ну, когда первый раз сюда зашел, был восторг. Здесь красиво, горы, мотивирует больше тренироваться там. Было здесь красиво очень. Мне здесь нравится играть. Сейчас здесь очень тяжело сказать, потому что это их первая тренировка, это первая их тренировка с тренировочным процессом, с какими-то требованиями, потому что те ребята, которые уже находятся здесь 5 дней, они уже знают, что мы требуем. Поэтому сегодня у них это было, может быть, ознакомительно и видно, что которые приехали ребята, они отличаются от тех, которые уже на протяжении 5 дней тренируются. Жобаның қатысушылары бұған дейін осындай жағдайлармен таныс болмағасын, тәртіпті сақтау режимдік өмір және базада тұру футболдың үлкен бөлігі екенін білмеген. Нәтижесінде бұл жағдайға шоудың авторы мен продюсері Алан Прудников араласуға мәжбүр болды. Әңгіме эмоционалды түрде өтті. Ребят, приветствую. Немножко вам дам понимание, то, как вы себя ведете, то ваше поведение. Ребята, футбол состоит из мелочей. Вчера играет футбольный клуб «Тобол» с Тураном. Главный тренер Самат Смаков и его тренерский штаб смотрит игру. Только 7 человек. Кому это было интересно? У нас есть персонажи, которые играли в Sony PlayStation. Посидите в номере, отдохнете. Вам вообще это не нужно? Вам вообще ничего не интересно, что ли? Или для чего вы сюда приехали, каждый из вас? В столовой ваше поведение. Салфетки бросайте и все остальное. Ребята, чистота, уважение друг к другу – это самое важное. Я вчера не поленился, а посчитал, сколько людей поздоровались со мной и с остальными, кто приехали на базу. 4 человека. 4 из 25. Сказали «Здравствуйте, добрый день». 4 из 25. Они немножко не понимают, что есть спорт, есть какие-то внешние факторы. Мне не понравилось, что они сюда приехали за мечтой, а относятся как, скажем так, расхлебанно, как по-разгильдяйски. У нас есть резерв, который сейчас ждут этого дня, чтобы вас сейчас всех скрутить, отправить и заменить теми, кто тоже достоин здесь быть. Вы можете доказывать на поле, это одно, но есть еще внешние факторы. То, как вы себя здесь ведете, ребят, нас это полностью не устраивает. То, что сейчас сказал Алан, это было достаточно мягко, потому что когда мы ехали с базы, там немножко было все жестче. Я его спросил, говорю, надеюсь, ты не собираешься в той же тональности? Он говорит, нет, я, наверное, закиплю опять. Что еще хочу сказать? Я вас попрошу одно. Уважение друг к другу, уважение к тренерскому штабу, уважение ко всем людям, которые находятся на съемочной площадке. Если я не буду видеть «добрый день», «здравствуйте» и «до свидания», вы также и покинете это шоу с такой же скоростью. Потому что когда вы прилетите в клубы, в другие страны, и нам будут там говорить, как они воспитаны, как они себя ведут, ребята, мне не нужно свое лицо и лицо нашей команды подставлять, потому что вы наши лица теперь, вы лица Казахстана. Сейчас здесь вы все собрались, и на вас будет смотреть весь Казахстан. И мы не должны их подводить. Дорогие телезрители, мы продолжаем. Это проект Супербол. У нас очередной челлендж. А те, кто забыл, я хочу напомнить, на прошлом челлендже победу одержала команда Давида Лори. И тем самым заработала 1 балл, пока они впереди. Челлендж продолжается, и сегодня у нас пополнение у команды Давида Лори. В нашем составе играет Самат Отарбаев, голкипер. А команде Самата Смакова мы желаем удачи. Спасибо. Так, ребятки, прошлый челлендж мы проиграли. Мы сделали работу над ошибками. Я думаю, сегодня мы это не повторим. И сегодня победа должна быть за нами. Вы готовы? Да! Хорош. Мы много разговаривать не будем, мы 1-0 впереди, будет 2-0, да? Вперед. Да, конечно.
Тот ворот первый. Нет, кто выиграет, тот сам выбирает. Хорошо, давай. Давай. Руку вот сюда. Зачем? Вот так. Давай. Раз, два, три. Пусть бы делают. Они бьют первым. Давай, есть, давай. Ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего. Хорошо, ничего. Пока два, еще надо забить, пацаны. Хороший. Давай, Ваня, освобождай, Ваня. Давай, Ваня. Галик, давай, Данибек. Давай, Бензма. Вообще не пизды. Ворот. Да, вы остались. И еще у нас два левоногих, да? Да. Ай, 4 я могу не забивать. И у нас еще две ноги есть. Гол. Ничего. На 5 нормально, достаточно. Заключка. Давай, Жак. Давай. И гол. Пойдем сюда, Петр. Оба молодцы. Хорошо, один. Так, 5 у нас, 5. Сильнее в угол. Разбег! Удар! Нет, ты так. Пойдем. Так не бьет. Нормально. Ничего, давай. Давай сюда, Гена, давай. Два. Пауза. Гол! Давай, гол! Отрубай, слева флага, удар! Давай, кто бьет? Давай. Я. Может, точно? Давай, тащи! Так, кто следующий бьет? Да, Джакс, другого. Ничего, ребят. Хорошо, Джакс. Пойдем. Ничего. Давай. Кто дальше у нас? Забьется. Все, отлично. Ничего. Данчо, вспомни удары. Данчо, вспомни, пожалуйста, удары, которые ты бил на предыдущей тренировке. Гоу. Правоногий больше нет. Давай, прикол, Саннары. Алибек бар. Отанышы елге шын қақпашы! Доққа жасал! Не торопись. Амоня, спокойно, нормально. В сторону. Давай. Ой, хороший был.
давай, есть. Тащи. Точечный мой стар, давай. Это получается до промаха, да? До победы? До победы, давай, победы. До промаха? Да, до промаха, до победы. Давай, Кас. А сколько на углу? Браво! Давай, кто бьет? Иди. Ай-яй-яй-яй, давай, ничего, нормально, пацаны. Свисток пошел, давай. Вот ответственность. Удар! Нормально. Кас, тащи, Кас. Жак, давай. Жак, тут уже 93-я минута. Давай, поддержим. Давай, родной, тащи. Угол не открывай. К сожалению, в этом челлендже победу одержала команда Самата Смакова. Хорош, пацаны! Да. Молодцы, ребята. И пока дружба, потому что счет 1-1. После того поражения, я вам сказал, пусть ребятки понюхают, они вот понюхали эту победу. Сегодня вы проявили характер. Красавцы, с победой! Еще раз повторюсь, пацаны, разговоров очень много. На следующий челлендж настраиваемся. А радует, знаете что? То, что в прошлый раз мы забили всего один мяч, а сегодня было большое количество голов. Значит, вы уже прибавляете. Давайте готовимся к следующему челленджу и готовимся к игре. Да. Хорош! Главное, чтобы стенки не было. Командалық спорт түрлерінде капитан рөлі өте маңызды. Әдетте капитанды ойыншылар таңдайды, немесе бас бапкер тағайындайды. Ондай ойыншыда көшбасшылық қасиеттер болу қажет. Және капитан бапкерлік штаб пен ойыншылардың арасындағы байланыстырушы болуы керек. Под аплодисменты, пожалуйста. Капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Это спорт, это жизнь и футбол. Капитан супербола Аманжол. Команду. И да, это капитан Аманжол, но по футбольным правилам у нас есть еще два вице-капитана, которые подстрахуют в любой момент. Это Дани и Дунай. Два вице-капитана. Да. Давай. Хорошо, ты хорошо говоришь. Не-не-не, пусть говоришь. Рахмет капитан бергендеріне. Үміттерімді ақтаймын ойында да, сыртта да. Сендерді қолдап, барынша ойынмен көрсетеміз. Бұйырса ертең сәттілік, бірінші ойынға настроймен бәріміз. Вот все.
Ну, больше не мысли, наверное, больше опасения. Опасения в чем? Как ребята за эти 9 дней, что мы находились, как они приняли ту информацию, которую мы им давали на протяжении этих дней. И это была первая игра на сборе. То есть и расценивали мы ее тоже как первую игру первого сбора. Вот так. Біздің қатысушылардың алғашқы қарсыласы екінші лиганың солтүстік шығыс конференциясының көшбасшыларының бірі болып табылатын алматылық Жас Қыран клубы. Алайда біздің жігіттерге қарсы Жас Қыранның негізгі құрамы емес, қосалқы командасы келді. Дегенмен бір апта бұрын ғана құрамын жасақтаған Супербол командасына қарағанда қарсыластарымыз бір-бірін таниды, және де біраз уақыт бойы бірге ойнап келген. Возможно, я не знаю, возможно, выйдут пижончики. Они все-таки, у них профессиональные контракты. Они сейчас на вас смотрят свысока. Но вы должны сегодня эту картину полностью перевернуть. Вы должны им показать, что вы достойны здесь. Среди них по-любому есть, будут смотреть на вас, как они попали в финал. Кто-то, может, попал сюда по блату и так далее. Вы должны показать на поле дисциплину. Вы должны показать на поле самоотдачу. Вы должны, в конце концов, показать тем, кто находится в резерве и кто не попал, что по праву вы сидите в этой раздевалке и вы одели эту форму с эмблемой Супербола. И вы должны доказать сегодня, прежде всего, самим себе, что я могу, что я должен остаться и что я должен стать профессиональным футболистом. Поэтому, пацаны, думайте головой прежде всего. Готовы? Да, мальчик, давай, поводи команду. Давай. Кто здесь находится? 45 минут до конца. Самое главное друг друга поддерживать. Супербол. Супербол! Давай! Хорош, Дуна. Оп! Хорошо. Забили? Хорош, Дуна! Здорово! Вот здесь, стой. Хорош! Ну, забил пенальти, было облегчение, то, что вывел вперед команду, почувствовали уверенность. Ну и все, игра, думал, уже была наша. Назар, верти головой, у тебя 18 за спиной. Верти головой. Да, слышь, дорабатывай. Хорош, Дуна, поднялись, выше! Выше! Забегание! Да, все уже. Алиба! Дуна, где ты, Дуна? Было понятно, что Жас Қыран сильная команда. Мы не знали, какой год будет, дубль ли основа. Но мы вышли с настроем. Второй! Алиба, не спать! Вышли! Как оставили игрокам? Как вы выходите и дальнего оставляете? Пропускает всегда команда. Вопрос другой. Может выручить вратарь или нет? В этом моменте он не выручил. Понятно, хороший был удар в дальний угол. Он просто не смог выручить свою команду. Дуна,
Избавляйся от мяча. Забеги, Жакс! Сам, либо финти. Хорош! Хорош, Алиба! Дуна, хорош, Дуна! Искренне рад был, то, что мы вышли вперед, забили. Как бы не своему пасу рад был, а то, что в общем результат. В него, в момент приема. Все, здорово. Сам! Сам! Опа! Джакс! Джакс! Дуна! 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 Дунай бьет! Бірінші очередь мен қалған кезде өзім тіземді жақындап алдым. Сосын естімедім, ол соңында естідім, уже Алибекке бергеннен кейін ол үш результативный істесін деп, хэт-трик істесін деп ол балаға бердім. Ну, когда он заработал второй пенальти, я ему сказал, сам бей. Он говорит, нет, типа, забивай третий. Одному игроку 2 раза нельзя бить. Что я вам сказал? Нельзя бить одному игроку 2 раза. Ну, там просто я играл по вратарю, и он меня просто переиграл, я считаю. Нет, ни в коем случае он один из лучших на поле, если не самый лучший в этой игре. Хорош, ребят, хорош. Мы в этой игре, тренерский штаб попробовал нескольких игроков на других позициях. Ну, неплохо. Кто-то сыграл неплохо, кто-то, наоборот, не убедил. Вот. Поэтому второй тайм был... Да еще и полегче, потому что облака вышли, солнышко ушло, и ребятам было полегче играть во втором тайме. Да, Жанибек, да, твой-то. Нет, 2... А все, поменялись? Хорошо. Если меняетесь, подсказывайте друг другу. Да, Ваня, да, сам. Хорош, Ваня. Ну, конечно же, положительное ощущение. Ну, радостно было то, что забил и отличился. Макс! Я что говорил? Какая водка в середине? Акром, аккуратно, Акром. Я на копчик упал просто, перевернулся, здесь разодрал. И там нерв какой-то. Просто копчик заболел, потом заморозку сделали, дальше играл. Но было сложно двигаться, не мог успевать там за игроками, бегать нормально. Из-за этого казалось так, как будто не соответствует уровню этой игры. Не трогать! Чисто! Хорош, Ера, чисто сыграл. Куда он идет? Игра идет. По Бечултану совсем такая совершенная история. Он не готов вообще ни в чем. Он не готов ни физически, он не готов думать тактически, он плохо воспринимает ту информацию, которая ему удается. Назад! Вот сюда. Еще. Нет, туда! Ближе к тебе! Назад! Да, опять же я повторюсь, потому что они играли на год, на два, кто-то и на 3 старше, и поэтому здесь не надо, я им сказал в раздевалке, не вздумайте звездную ловить, потому что вы играли с детьми, и поэтому настраивайтесь на более серьезных соперников. С каждой игрой они будут сильнее и серьезнее. Поэтому у кого есть голова, я думаю, они поймут, и эту игру, я думаю, они уже завтра не должны помнить. За игру, за самодачу, с победой.
Ребят, ну в первую очередь понятно, Кабирыч правильно сказал, всех с победой. Это из положительных моментов, это всем приятно. Но всегда самое главное, на футбольном поле все видно. Сегодня мы говорили, что вот эта тренировочная неделя и каждая игра, это для каждого из вас, это тест. Каждый день, в который вы тренируетесь, каждая игра. Сегодня мы уже увидели, кто на футбольном поле уже поедет домой. К сожалению, это так. Вы должны быть к этому готовы и воспринимать это правильно все. Победа это хорошо, но второй тайм Кабирыч, это, ну, то есть это было вообще абсолютно как будто две разные команды. Бека, вопрос. Поменялся ты почему? Просто чтобы понимание было. Плохо ему стало. Докторам обратился, плохо ему стало. Так. Ну все тогда, не затягиваем, моемся, обедаем. Кому надо наводить порядок. Мен осыдан бір-екі күн бұрын өзіме бір естідім. Жаман андай мысалы заметке алып қойған естідім да, и мен өзім жоғалтып алдым да. Өзім ойынымда бәрін жоғалтып алдым да. И ойынға шыққанда, короче, ойыма сол келе береді да. Қалай ойнаймын мен андай сасқақтық болдым. Одан кейін вообще ойыным жүрмеді да. Сосын психологически сынып қалдым да мен. Мен одан ары қарай ойнайтын болсам, мен өзімді одан заман жаман көрсетіп қоямын деп ойладым да. И сол жерден қоя салайын дедім. Ребята, сейчас кого буду называть, делаем шаг вперед. Все понимаем, что этот проект, он предполагает то, что кто-то будет выбывать. Поэтому и все это зависит, в принципе, от вас, да, кто остается, кто выбывает. Мы об этом говорим каждый день, и вы должны понимать, что каждое тренировочное занятие, которое вы здесь проводите, каждая игра, оно имеет значение. Смотри, по тебе, то, что касательно, по игровым качествам, большая проблема в чем? В том, что за неделю прогресса у тебя никакого. Абсолютно. Ты не развиваешься, ты или не хочешь делать то, что от тебя требует. Скажу честно, на тебя были определенные виды, ты, ну, скажем так, очень себя неплохо зарекомендовал, у тебя есть качества, которые необходимы. Вот. И я долго настаивал вообще, чтобы максимум из тебя выжить. Но даже, скажем так, при том цикле, который ты провел здесь, на спортивном, прогресса никакого не ощущается. Весь тренерский штаб меня поддержит. Не знаю, с чем это связано, ли это у тебя в психологии или в нежелании, но поэтому наше общее решение, что ты первый, кто покидаешь наш проект. Мысалы, мен осы жаққа келерде бүкіл нәрсені тастадым. Мысалы, ентімді, өзімнің қаншама ай бойы дайындалған ентімді тастап осы жаққа келдім да. Енді тастағаннан кейін до конца футболды қойдым. Дальше тренировка істей беремін, істеймін, болды. Бұйға маған қаншама адам сенді маған. Ауылда, Созақ ауданында, Шолқорған ауылында қаншама тренерлерім, өзімнің көкем барлығы сенді осы жаққа жіберген. Енді до конца футболист болу керек. Следующий Марат Ярасыл. Честно, Ярасыл, по тебе знаешь, что хочу сказать? Когда в Шымкенте мы были на кастинге, реально ты вот лично для меня был лучший центральный защитник. То, как ты выглядел, потом в Алмате уже пошел на спад. Вот перформанс твой, он пошел на спад именно в игре, в финале. И заскочил ты вот в эти 25, по сути, вот на том кастинге, который ты показал себя еще в Шымкенте. И всю неделю я спрашивал, как работаешь, всю неделю следили за тобой, посмотрели, как ты играешь, посмотрели, как ты провел игру. И, то есть, ну, я как понимаю, нет прогресса, нет изменений. Ну, к сожалению, ты покидаешь наш проект. Бұл проекттен кейін біраз демалатын шығармын, 1-2 жыл футболдан. Футболға қазір жиған жоқ дәл қазір уақытта. Мынандайдан кейін жиған қалмады. Осы жобаға бәрін тастап келдім, мен де тоже. Осы проекттің до конца барам деп ойлағам. Болмады до конца, и желание қалмады дәл қазір уақытта, желание жоқ. Тоже 1-2 жыл демалып, или болмаса футбол тастауым мүмкін. Опять же, всю неделю, когда ты приехал, ты был первый, который пришел сюда из резерва. Всю неделю ты работал, за тобой смотрели, за тобой следили. Если вы думали, что, например, те же челленджи, которые мы делаем, развлекательные, что они не идут в зачет, вы ошибаетесь. То, как вы подходите
каждому упражнению для нас важно. То, как вы выглядите в каждом упражнении, это для нас важно. Поэтому ты сегодня стоишь здесь, и мы приняли общее решение, ты тоже выбываешь. Ну, я вообще не ожидал, что я в список попаду, потому что вчера я думал, выложился на 100%. В игре самое главное свою задачу сделал, то есть не пропустил. Это самое важное для вратаря. И были моменты, когда я выручал команду. Ну, я не скажу, что я совсем согласен с тренерами, но им виднее, конечно. Но на этом все не заканчивается. Будем идти дальше. Насчет выбывших, заслуженно, к сожалению, заслуженно. У нас большие надежды были на центрального защитника, который выбыл. Большие надежды, потому что в регионе, в кастингах, он был, наверное, один из самых ярких центральных защитников проекта. Но, приехав сюда, работая неделю безобразно, и сегодня сыграл, скажем так, ниже даже того, что мы ожидали. Вот, поэтому по всем критериям он сегодня покидает. По поводу вратаря, то же самое. У нас большие проблемы с дисциплиной, у нас проблемы в работе, и тренерский штаб по нему тоже принял решение абсолютно, скажем так, обоснованное во всех отношениях. По сути, на футбольном поле, вы поймите, всегда все видно. Очень редко, когда ошибочно ты убираешь не того человека или ошибочно меняешь. То есть это увидел весь тренерский штаб и, в принципе, все, что сегодня эти ребята, к сожалению, уступили вообще всем остальным. И так как мы понимаем, что да, мы знаем, что у нас есть ребята в резерве, которые ждут своего шанса, мы будем давать этот шанс тем, кто его заслуживает. Спортта қаталдық жиі болып тұрады, бірақ өмір бұдан да қатал. Әділеттің хикаясы жобадағының әр қайсысын және жобадан тыс адамдарды да толғандырды. Денсаулығына байланысты ол өзінің жобадағы жолын жалғастыра алмайды. Алайда әділет біздің досымыз болып қала бермек. Және де оның туған күнін біз бірге атап өттік. Супербол арманды орындаудағы бірге мүмкіндік. Дегенмен ол үшін жобаға түсу жеткіліксіз. Күнделікті тұрғыда қажырлы еңбек етіп, жұмыс істеу керек. Өзінің үздік екеніңді дәлдеп отыру керек. Бұлшық еттердегі ауыртпалық сияқты немесе интернеттің жоқтығы сияқты ауыртпалықтарды шыдап, қиыншылықтардан өту керек. Спортта өмірдегідей мықтылар жеңіске жетеді. Күні кеше жігіттер жақсы ойын көрсетіп, алғашқы ойынында жеңіске жетті. Ал бүгін олардың кейбіреулері жобадан шығып қалуда. Олардың жобадан шығуы біздің оларға сенбеуімізде емес. Қосалқы құрамда да өз арманын орындау мүмкіндігін күтіп жүрген жігіттер көп. Бәсекелестік пен спорттың заңдары осындай болады. Құрметті көрермендер, біз сіздердің алдыларыңызда адал боламыз. Және де басқалардың бойындағы адалдықты бағалаймыз. Жігіттер капитанды таңдауда қателеспеді. Аманжол лайықты жігіт болып шықты. Капитан жобадан өз жарақатына байланысты шығып кетті. Және бұл нағыз көшбасшы мен азаматтың іс-әрекеті. Әрі қазір шешіп отыр тренерский штаб. Дәрігермен ақылдасып, врачтармен. Өзім қалғым келеді, бірақ енді 100% ойнамаймын, өз ойымды көрсете алмаймын. Кеше ойнаған жоқпын, былай айтқанда. Ну, у Аманжола типичная травма спортивная, типичная для футболистов. Ну, как все знают, что два нижних сустава, это голеностопный и коленный, наиболее часто подвержены травмам у футболистов. С применением всех методов реабилитации занимает не менее 2 недель. Мы, конечно, приступили своими силами к этому, но еще пока прошло недостаточно времени, чтобы он считался уже полностью восстановленным. Супербол жобасының қатысушыларын алда әлі талай жеңістер мен қиыншылықтар күтуде. Ал біз жаңа ойыншыларымызды күтудеміз. Ендігі кезекте бапкерлік штаб кімге мүмкіндік береді? Бұны келесі аптада білетін боламыз.